Всем привет, друзья! С вами сегодня Александр Петров, он же Тури, и в гостях у нас тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 Петр Великий в игре Modern Warships. Сегодня поговорим про его историю, про игру, обязательно поговорим про его позицию в игре, ну а также расскажу вам о том, что этот корабль скоро будет выведен и заменен на другой. А вот на какой, вы узнаете позже. Досмотрите видео до конца, а также поставьте лайк, подпишитесь на канал. После Второй мировой войны стало очевидно, что тяжелые большие корабли не особо имеют смысл, потому что вооружить ракетами можно и подлодку, а подлодке не нужно ПВО, подлодке не нужно скрываться от самолетов и от ракет защищаться, а вот такому большому кораблю защищаться нужно и скрываться тоже не получится, нужен мощное ПВО или корабли прикрытия. Но Советскому Союзу, как известно, было все нипочем, и они решили: пофигу, построим вот такой вот тяжелый атомный ракетный крейсер, который действительно атомный, у него 2 атомных реактора на борту, и на нынешний момент он является самым большим неавианосным военным кораблем в мире, наряду со своим сестершипом. Остался у него один из запланированных 7, ну и 4 было построено, 5-й корпус разобрали на стапеле. Чем же он был вооружен? Да и, собственно, сейчас вооружен. У него 20 шахт ракет «Гранит» П-700, Р-700, точнее, правильно будет на русском. Так же, как и у подлодки «Белгород». Но Белгород не нужно вооружать ПВО, а здесь ПВО вооружать его нужно. В реальности установлены здесь целых 2 различных системы С-300 и С-300Ф, которые, в общем, должны были сбивать самолеты и крупные ракеты противника. Для маленьких ракет и всяких самолетов и всякого такого устанавливались пусковые установки «Кинжал», которые должны были размещаться вот в этой части корпуса, но они также не представлены в игре. Достаточно старая модель, и шахтного ПВО еще тогда не было в игре. Сейчас оно уже есть, но на Петре оно до сих пор не представлено. Что же здесь есть из ПВО? Всего 6 точек вот таких вот по разные стороны нашего с вами корабля. В реальности это был Зрак Кортик, зенитно-ракетный артиллерийский комплекс, но в игре он находится на 2-м тире, и я здесь рискнул заменить его на Гарпун, в общем, похожий по своему назначению. Тоже пушки, тоже ракеты. Однако 6 точек ПВО для Петра явно недостаточно, но об этом уже ближе к игре. Что еще установлено? Здесь установлены торпедные шахты. Вот здесь вот они установлены. На старой версии, на главном проекте 1.44 ставили просто торпеды. На 1.44.2 20 торпед водопад, ракеты-торпеды, которые доставлялись по воздуху, грубо говоря, до подводной лодки, и дальше подводную лодку там уничтожали. Ну, есть такие же в игре типа Свармер ракеты. Вертолет должен был стоять Ми, но Ми в игре нету. Поставил я Камова и РБУ 12000 из бомбометов. То, что, в общем, и в реальности тоже установлено. Очень мощная считается система. Ну и также артиллерийская пушка АК-130 на корме. Здесь она установлена. В чем плюсы, в чем минусы этого корабля, сейчас мы с вами и увидим. Главных 2 минуса — это маневренность и скорость, а точнее ее отсутствие, несмотря на то, что в реальности 2 ядерных реактора обеспечивали скорость до 32 узлов, 60 км в час. В игре корабль очень неповоротливый и медленный. И это существенный минус. Несмотря на большое количество хитпоинтов, под фокусом корабль долго не живет и быстро уничтожается. В частности, вторая проблема в этом: малое количество точек ПВО и отсутствие шахтного ПВО какого-либо вообще. То есть всего 6 точек ПВО для своего уровня это явно недостаточно. Удается иногда сбить 1-2 ракеты, но основная надежда, конечно, на ловушки, на противоракеты. По-другому здесь эффективно бороться не получается. Идем мы сейчас в каноничной сборке. Покажу вам, как работает корабль. Ну и насколько получится это сделать, мы сейчас с вами и поглядим.
Unexplored Rocks. У нас каменистый канал в бою. Наш с вами Петр выглядит очень убедительно. Слава богу, сейчас играем мы уже на ПК-билде. Конечно, это небо и земля по сравнению с симулятором. Прям совершенно точно. Отправляем наш вертолет на разведку. Да и, в общем, не только на разведку. Я думаю, еще и пострелять может. Очень неплохо палит вертолет. В общем, с Камова можно стрелять до 200 тысяч с полного, так сказать, барабана без проблем. Но я думаю, что у нас сейчас задача такой не стоит, поэтому я уберу вертолет. Хотя, конечно же, с него тоже можно было чего-то настрелять, но я именно все-таки показываю сейчас наш с вами корабль, поэтому мне, кстати, вертолет уничтожили. Странно, что он с одного залпа просто уехал. Ну ладно, не суть важно. Представим, что ему не повезло. Вражеские корабли на горизонте. Мы с вами прям сильно вперед не пойдем. Хочу сказать, пойдем, а с другой стороны понимаю, что пойти-то мы, конечно, пойдем, а толку? То есть с такой скоростью, как у нас, мы можем хотеть пойти куда угодно, а вот куда мы пойдем, это вот большой вопрос, куда мы в итоге доберемся. Думаю, что попытаемся добрать его из пушки. Нет, не получается. Ну, тогда, значит, еще немножко всего остального приложим и быстренько разберем корабль противника. Вражеский авианосец. Отправляем мы ему немножко гранитов. Граниты, честно говоря, после ребаланса выглядят прям очень приятно. Нравятся они мне. Сумели мы спрятаться от противника пока что. Это больше нашему коллеге пострелял бонусом, нежели чем по врагу. Пока меня было не видно, но сейчас я уже в засвете. Очевидно, авиация меня светит. Единственный минус: достаточно долго сводятся эти орудия. Отстреляли мы всем, чем только можно. И Изюм тоже отъезжает в порт. Видимо, здесь не так уж и много ботов. По 3 бота с каждой стороны. Ну и похоже, что Белгород у противника, да, очень сейчас, конечно, очень опасный противник, очень опасная подлодка. Если она вне засвета, с ней, конечно, бороться очень сложно. Ну, посмотрим. Сейчас пытаемся догнать мы вражеский корабль. Я, пожалуй, на РБУ, наверное, заряжу. Посмотрим. Вражеский вертолет здесь находится. Ну, похоже, что мы будем играть в карусель, и в итоге никуда мы не успеем. Хотя, возможно, я его немножко здесь и обманул. А ну-ка. Попробуем. Попробуем обмануть товарища. Таран, походу, будет. Нормально, нормально. Хорошо. Мое уважение. Но таран пацану не помог. И в итоге большое количество хитпоинта нас все-таки вытащило. 1 100 000 урона сделали мы с нашего Петра. Ну и давайте немножко сейчас поменяем набор вооружения и посмотрим, как он себя чувствует. Берем мы, ну, пожалуй, безальтернативные скальпы, которые сейчас устанавливают везде. Монархии, АСВ Рокет, очень популярный гранатомет. Нынче торпедки Артемис, Мантис в качестве вертолета. И 6 точек лазер Хелиос. Мне все-таки кажется, что прок от этого будет хотя бы чуть-чуть побольше, чем от этих гарпунов, которые, ну, они, конечно, куда-то там стреляют, но, в общем, такое себе. Главная фишка, учтите, что у ПВО есть такая особенность: они начинают распределять свой дамаг по всему тому, что видят рядом. И если рядом с вами находится другой корабль, то ПВО, которое может стрелять по кораблям, в том числе, начинает стрелять по вражескому кораблю. И с одной стороны, конечно, это хорошо, а с другой стороны, ваше ПВО отправляется просто в никуда при этом. И поэтому, если у вас, например, вот тот же вот Гелиос установлен, у него такой проблемы нету. Он, собственно, куда
куда задумано, туда и должен лететь. А ну-ка, дайте-ка посмотрим вот на этого гражданина. Может, у меня получится его разобрать, пока он там... А нет, он не АФК, он все-таки вперед вроде бы идет. Но как-то так не очень охотно. Давайте попробуем немножко по нему урона набросить. Может, получится. Да, вроде какое-то количество урона прилетает. Ну и отлично. Пока я не засветился, могу себе позволить немножко здесь побезобразничать. Да, все, есть минус. Очень спасибо большое авианосцу, который дает засвет. Ну и наша задача сейчас, собственно, успешно продамагать все остальное, что мы здесь видим, при помощи нашего вооружения. Так. По Магоме еще немножко пришлем. И вот здесь мы, кстати, уже видим Курск. Я, по крайней мере, до сих пор вне засвета, судя по всему. И это, конечно, очень радует. Конечно, немножко это удивительно, что такой вроде как бы крупный корабль должен светиться. Но, возможно, сейчас какие-то уже есть перебалансы в этом плане. И засвет у нас стал лучше, чем раньше. Что, в общем, не может не радовать. Потому что Петька очень болезненно себя чувствовал именно из-за того, что он далеко светился. И, соответственно, его очень быстро раскладывали. Так, ну что, уничтожили мы корабли противника. Остался только Ак-Денис. Это у нас Белое море. Белосредиземное море в переводе с турецкого языка, если я не ошибаюсь. Ну, не удалось здесь нам ничего особо настрелять. 500 тысяч. Ну, в общем-то, не особо по мне тоже никто не стрелял. Ну что, Курск, давай. Давай, Курск. Вот. Хоть по мне кто-то постреляет, и то ладно. Давайте запустим вертолет. Может, он там еще что-то какой-то урончику нам отдаст. Ну и все, здесь уже как бы дальше нам удастся, я думаю, накидать господину достаточно урона, чтобы отправить его на дно. 900 тысяч, в принципе, хорошо, комфортно и удобно. Но я бы сказал, что и со стоковым вооружением корабль показывает себя неплохо, но вот единственное, ПВО, конечно, является большой проблемой. Ну а теперь о том, кто заменит Петра Великого в составе флота. Это будет, друзья, адмирал Нахимов. Его сестершип тоже того же проекта. Но в игре он имеет небольшие отличия. В частности, немножко меньше у него хитпоинтов чуть-чуть. Но он чуть более динамичный и маневренный, нежели чем Петр. Что касается ПВО, те же самые проблемы, 6 точек. Ну а по вооружению все то же самое, кроме отсутствия торпед. Вооружен он хуже. Ну и, собственно, Петр является премиумным кораблем, а адмирал Нахимов премиумным кораблем не является. А в чем же, собственно, преимущество, друзья? Нет, это не ракеты Циркон, которые мы могли бы подумать. Дело в том, что ходят слухи, что на новый корабль, на адмирал Нахимов, будут устанавливать пусковые установки ракет «Кинжал», которые, собственно, являются модернизированными ракетами «Искандер» для самолетов. Является ли это большим преимуществом или нет, мы с вами, наверное, когда-нибудь узнаем. Но пока что информации об этом никакой нет. Итак, друзья, Петр Великий в игре Modern Warships. Тяжелый, мощный, но весьма уязвимый корабль. Если бы я рассматривал корабль к покупке, Петра я бы, наверное, не купил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока.